Молодая женщина по имени Сара Миллер редко оставляла свою дочь у отца, но в тот день обстоятельства вынудили ее сделать исключение. Эмма, 8-летняя девочка с серьезным взглядом и редкой для ее возраста собранностью, осталась в доме дедушки Джорджа Миллера, старом, тихом доме на окраине пригорода. Джордж был уже не молод. Годы давали о себе знать, но рядом с внучкой он чувствовал себя увереннее. День проходил спокойно. Эмма рисовала, дедушка отдыхал в кресле, и ничто не предвещало беды. Когда Сара вернулась за дочерью раньше, чем планировала, дом встретил ее пугающей тишиной. Она вошла внутрь и мгновенно почувствовала, что что-то не так. Джордж сидел, согнувшись, его лицо было бледным, губы посиневшими, а дыхание прерывистым и тяжелым. Он задыхался. Сара оцепенела лишь на секунду. Паника накрыла ее, но инстинкт взял вверх. Она схватила телефон и набрала 911, не отрывая взгляда от отца. Сердце колотилось так сильно, что казалось, оно заглушает все звуки вокруг. Именно в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Эмма не закричала и не заплакала. Она действовала. Ранее в школе им показывали основы первой помощи, и девочка запомнила больше, чем казалось возможным. Она подставила стул, встала за дедушкой и начала выполнять приемы, которые видела на обучающем видео. Ее движения были неловкими, но точными. С каждым усилием она старалась не остановиться, не испугаться, не потерять контроль. Через несколько мгновений дыхание Джорджа резко восстановилось. Он закашлялся, сделал глубокий вдох, и цвет начал возвращаться к его лицу. Эмма отступила назад, все еще готовая помочь, если понадобится. Скорая помощь прибыла быстро. Врачи зафиксировали, что своевременные действия ребенка спасли пожилому мужчине жизнь. Если бы помощь запоздала хотя бы на несколько минут, исход мог быть трагическим. Джордж был госпитализирован, но его состояние стабилизировалось. Сара, все еще дрожа от пережитого, смотрела на свою дочь иначе, не как на ребенка, а как на человека, способного сохранять ясность ума в самый страшный момент. В тот день стало ясно: мужество не измеряется возрастом. Иногда именно детские руки оказываются самыми решающими, когда счет идет на секунды.